Смотрели ли вы «Назад в будущее 2»? Если да, то наверняка заметили, что 2015 давно прошел, а антигравитационных скейтбордов и летающих автомобилей еще нет. Самую правдоподобную идею высказал Станислав Лем в 1996 году. Мысль заключалась в том, что когда познания людей в одной отрасли становятся слишком насыщенными, она разделяется на дисциплины. Например, мы знаем, что все вокруг создано из атомов. Атомы собираются в молекулы, молекулы собираются в дезоксирибонуклеиновую кислоту, ну или если проще, то в ДНК, а ДНК есть во всех известных нам формах жизни, даже в самых маленьких, в таких, например, как постельные клещи, живущие в мягкой мебели, изучением которых занимается биология, наука, включающая в себя ботанику, орнитологию, эмбриологию, вирусологию, зоологию, бактериологию, микологию, микробиологию и так далее. Чтобы уделить внимание нахождению всех причинно-следственных связей между явлениями, на Земле просто нет достаточного количества ученых. Даже если люди и сумеют изобрести монструозную машину, которая вместит в себя огромное количество информации, способную предоставлять любые нужные данные об окружающих явлениях, где первая ее часть собирала бы данные об окружающей среде при помощи всевозможных детекторов и датчиков. Вторая, обладая дедуктивным и ассоциативным мышлением, искала бы причинно-следственные связи. А третья сортировала бы полученное по категориям и значимости. Мы бы просто затонули в океане бесполезной информации, хранение которой обходилось бы дороже, чем она сама. Первым, по всей видимости, решение выдвинул кибернетик Росс Эшби. Эшби заявлял, что любая полезная информация может генерироваться устройством, которое действует совершенно хаотически. Так, например, пчела, трепеща крыльями над цветком, может совершенно случайно передать бинарным кодом формулу Эйнштейна. Значит, в результате хаотичного движения тысяч пчел на пасеке можно было бы получить любую полезную информацию. К сожалению, не все так просто, поскольку все эти ценные результаты миллиардов движений перемешаны с биллионами других, совершенно бессмысленных. Для того, чтобы отобрать полезную информацию, нам нужен механизм фильтрации, который бы отбирал необходимые данные для выполнения задачи. Чтобы было проще это понять, представьте, что нам нужно решить уравнение. Тогда механизм на место неизвестной переменной вставлял бы различные числа и решал бы уравнение, пока не получит нужный нам результат. Легко представить, как в будущем с помощью специального механизма создаются новые материалы путем симуляции виртуальной реальности смешивания различных компонентов и их пропорций, пока не получится то, что совпадает с заданными машине параметрами. Люди еще не обладают машинами с такими мощными вычислительными способностями. Этот процесс займет слишком много времени и израсходует большое количество ресурсов. Хотя квантовым компьютерам понадобился бы только квадратный корень всего того времени, которое затратил бы обычный компьютер. Потенциал огромен. Эта машина могла бы помочь нам расширить границы наших возможностей. С вами был Atomics, надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Пока!